Когда солдат вермахта перебрасывали из Франции, Норвегии или Балкан на Восточный фронт в 1941 году для битвы с Советским Союзом, они еще не знали, что их ждет впереди. На Западе война не казалась чем-то ужасным. В оккупированной Франции солдаты жили в заселенных деревнях, и жизнь там текла своим размеренным чередом. Немцы неплохо питались, могли позволить себе посидеть в кафе и попить вина. Кругом царила атмосфера, если так можно выразиться, спокойной победы. Один из солдат вспоминал: французы были вежливые. Мы ходили по улицам в форме, ели сыр и пили вино. Это было не похоже на войну. Но затем пришел приказ – переброска на Восточный фронт. Другой солдат писал: «Мы смотрели на море с холмов под Салониками. Все это казалось чем-то совсем иным, чем война». Это видео – рассказ о тех, кто прошел этот путь, об их письмах, страхах, наблюдениях, о контрасте между теплой, почти курортной войной на Западе и беспощадной мясорубкой на Востоке. Это история о том, как решение фашистской Германии напасть на Советский Союз стало ее смертным приговором и определило триумфальный путь Красной Армии к окончательной победе весной 1945 года. Покинув мягкий средиземноморский климат, где враг отступал после первых серьезных столкновений, солдаты вермахта оказались в совершенно иной реальности на Восточном фронте. Но не только ожесточенность сопротивления русских поразила немецких солдат. Не все знают, но настоящим шоком для вермахта стала встреча с советской военной техникой. Как пишет Пауль Карель в своей книге «Гитлер идет на восток». То, что эта танковая война в Прибалтике не станет веселой прогулкой, легким блицкригом, встречей профессионалов с дворовой командой, немцы на горьком примере познали уже в первые 48 часов после начала кампании. У русских тоже имелись танки, да еще какие. 41-й танковый корпус, действовавший на левом фланге 4-й танковой группы, первым сделал это неприятное открытие. 24 июня 1941 года, всего через 2 дня после начала операции «Барбаросса», 6-я танковая дивизия генерала Лангрофа столкнулась с тем, чего не ожидал ни один немецкий стратег – массированной атакой советских тяжелых танков. Вместо прогнозируемого стремительного продвижения немцы оказались перед лицом мощной бронетехники, которая по многим параметрам превосходила их собственную. Многие немецкие танкисты, переброшенные из Италии на Восточный фронт, отмечали колоссальную разницу в боевых условиях. В своих послевоенных воспоминаниях офицеры танковых частей писали, что их машины, легко справлявшиеся с французской бронетехникой, оказались практически бессильны против советских Т-34. Противотанковые 37-мм орудия, прозванные солдатами-колотушками, оказались неэффективными против советской брони. Для немцев, привыкших к быстрым победам и техническому превосходству на других театрах военных действий, это стало жестким уроком. Особый шок у немецких танкистов вызывали советские тяжелые танки КВ-1 и КВ-2. В своей книге «Танковые сражения Второй мировой войны» Фридрих Вильгельм фон Мелетин описывает эпизод под Росеняем. Один единственный советский танк КВ-1 занял позицию на перекрестке дорог и в течение целого дня сдерживал продвижение всей 6-й танковой дивизии. Экипаж русского танка хладнокровно и методично уничтожал один за другим немецкие танки. Все снаряды противотанковой артиллерии просто отскакивали от брони этого монстра. Лишь к вечеру немцам удалось подтянуть 88-мм зенитное орудие и подбить этот неуязвимый танк. Не меньшее впечатление на немецких солдат произвели и другие виды советского вооружения. Хайнц Гудериан, командующий 2-й танковой группой, в своих воспоминаниях солдата отмечал: «Мы сильно недооценили советскую артиллерию. Она оказалась намного мощнее, чем мы ожидали, и была превосходно организована. Особенно неприятным сюрпризом для нас стали реактивные установки, которые наши солдаты прозвали сталинскими органами. Эти реактивные установки, знаменитые «Катюши», стали настоящим кошмаром для вермахта». В воспоминаниях многих немецких солдат особое место занимают описания первых встреч с советскими реактивными установками. Под Оршей в середине июля 1941 года немецкие подразделения впервые массово столкнулись с «Катюшами». В донесениях с фронта и послевоенных мемуарах этот опыт описывался как «похоже на конец света», ужасающий вой, за которым следовали десятки взрывов, превращавших всю местность в море огня. Солдаты, имевшие боевой опыт в Северной Африке и Европе, признавались, что никогда раньше не видели ничего подобного.
В сборнике «Роковые решения» генерал Курт Типпельскирх, сравнивая боевые действия на Западном и Восточном фронтах, подчеркивал: «На Западе мы имели дело с армиями, оснащенными в основном устаревшей техникой. В России же мы столкнулись не только с фанатичным сопротивлением, но и с современным вооружением, которое часто превосходило наше собственное. Это стало для нас неприятным откровением». Танковый ас Отто Кариус, автор мемуаров «Тигры в грязи», прямо признавал: советский Т-34 был лучшим танком Второй мировой войны. У него было идеальное сочетание огневой мощи, защиты и мобильности. Когда мы впервые столкнулись с ним летом 1941 года, это был настоящий шок. До прибытия «Тигров» и «Пантер» у нас фактически не было адекватного ответа на этот танк. Для немецких солдат, привыкших к легким победам в Западной Европе, стало откровением, что Красная Армия располагает не только массами плохо вооруженных пехотинцев, как утверждала нацистская пропаганда, но и первоклассной военной техникой, способной успешно противостоять лучшим образцам вермахта. В послевоенных аналитических работах и мемуарах немецкие офицеры часто проводили сравнения между разными театрами военных действий. Многие отмечали, что если на Западе вермахт выступал как технически превосходящая сила, то на Востоке немецкие войска впервые почувствовали себя уязвимыми. Советские танки во многих аспектах превосходили немецкие. Артиллерия РККА отличалась высокой точностью, а реактивные системы «Катюша» просто наводили ужас. По мнению многих ветеранов, лишь превосходство в воздухе оставалось значимым преимуществом вермахта в начальный период войны. Но и оно постепенно таяло с каждым месяцем кампании. Самый популярный среди россиян бренд умных часов – это тюменцы Case Guru. Потому что Тюмен-часы доступны для любых зарплат, а по уровню обошли зарубежные. Все потому, что тюменские часы выполняют функции смартфона. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них, а еще набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с разными системами Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут 1,5 дня. Но Тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенного силикона, не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннесса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия, личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм, на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея как у флагмана Apple. Все потому, что экраны заказывают на одном заводе, а стоят в разы меньше американцев. Как особый бонус, тюменцы дают пожизненное обслуживание, гарантии и хорошую скидку на свои устройства. Сканируй QR-код или переходи в описание. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод «Совок» на скидку до 500 рублей. Но не только превосходство советской техники поразило немецких солдат, переброшенных из Италии и других европейских театров военных действий. Настоящим откровением для них стал непостижимый героизм и самопожертвование красноармейцев, а также невиданные прежде настоящие ужасы войны. Эрих фон Манштейн, один из наиболее талантливых полководцев вермахта, в своих мемуарах «Утерянные победы» отмечал: упорство, с которым русские удерживали занимаемые позиции, не имело себе равных. Даже в самой, казалось бы, безнадежной ситуации они продолжали сражаться. Зачастую нашим солдатам приходилось буквально выкуривать их из окопов или блиндажей. В дневниковых записях немецких офицеров часто встречаются упоминания о том, что советские солдаты, в отличие от западных противников, редко сдавались в плен, даже будучи тяжело ранеными. Многие из них предпочитали смерть в плену, бросаясь с гранатами под танки или совершая самоубийство, чтобы не попасть в руки врага. Готлоб Бидерман в своих мемуарах «В смертельном бою» описывал следующий эпизод. «Мы окружили толпу русских солдат, отрезав им путь к отступлению. Казалось бы, любой разумный человек в такой ситуации сложил бы оружие. Но вместо этого они бросились в штыковую атаку. Это было самоубийство, чистое самоубийство. Но они шли, не останавливаясь под нашим огнем.
Некоторые падали, но остальные продолжали бежать вперед. Многие наши солдаты потом признавались, что в тот момент почувствовали настоящий страх. Феномен самопожертвования советских солдат отмечали многие участники Восточной кампании. Особенно поражали немцев случаи, когда раненые красноармейцы привязывали себя к пулеметам, чтобы продолжать вести огонь до последнего патрона и последнего вздоха. Командиры танковых частей вермахта докладывали о случаях, когда горящие советские танкисты направляли свои подбитые машины на немецкие танки или артиллерийские позиции. В записях военного врача Генриха Хаапе на острие главного удара можно найти такие строки. Русские, даже тяжело раненые с перебитыми конечностями, продолжали сражаться. Я видел солдата с почти оторванной рукой, который пытался заряжать винтовку. Другой с простреленными легкими и из последних сил бросил гранату, прежде чем умереть. Такой фанатизм нам раньше не встречался. Многих немецких солдат, имевших опыт боев на Западе, шокировала чрезвычайная ожесточенность и кровопролитность сражений на Восточном фронте. В своих воспоминаниях они отмечали, что ничто, ни Африка, ни Франция, ни Италия не могло подготовить их к тому аду, который они увидели в России. Ветераны вермахта рассказывали о полях боя, буквально усеянных телами погибших, о танковых сражениях, после которых степь на многие километры была покрыта горящими машинами, о деревнях, превращенных артиллерийским огнем в пепелища, где не оставалось ни одного целого строения. Отто Кариус в книге «Тигры в грязи» писал: «Потери были огромны с обеих сторон. После танковых боев под Ленинградом в некоторых местах невозможно было пройти, не наступив на тела погибших. Такого количества разбитой техники я не видел больше нигде и никогда». Суровые климатические условия многократно усиливали ужасы войны на Востоке. Солдаты, переброшенные из Италии и Франции, оказались абсолютно не готовы к русской зиме. В частях вермахта, не имевших зимнего обмундирования, голод порой уносил больше жизней, чем пули. Вильгельм Прюллер, унтер-офицер вермахта, записал в своем дневнике: «Мороз убивает тихо. Сначала немеют пальцы, потом руки и ноги перестают слушаться. Многие просто засыпают на посту и больше не просыпаются. Никто из нас не был готов к такому холоду. Мы смотрим на русских с удивлением, они словно не замечают мороза». В донесениях немецких командиров постоянно отмечалось, что советские войска значительно лучше адаптированы к суровым климатическим условиям. Красноармейцы умели эффективно вести боевые действия при температурах, парализующих активность немецких подразделений. Многие немецкие офицеры, анализируя причины провала Блицкрига, указывали не только на численное превосходство советских войск и качество их вооружения, но и на невероятную стойкость русского солдата, его способность выживать и сражаться в условиях, которые для европейца казались невыносимыми. Однако самой главной причиной краха Блицкрига стала не техника, не логистика и даже не климат. Главной ошибкой немецкого командования было фатальное недоразумение. Они попросту недооценили своего противника. Для многих немецких солдат и офицеров советская армия сначала казалась слабо подготовленной и плохо вооруженной. Но очень скоро, буквально в течение первых недель, тон описания резко сменился. Немцы начали осознавать, что столкнулись с врагом, чья сила была не только в численности и броне, но прежде всего в упорстве, решимости и силе духа. Гейнс Гудериан в воспоминаниях солдата писал: «Своеобразие страны и своеобразие характера русских придает кампании особую специфику. Первое, чему должны научиться наши солдаты, это уважать противника». Йозеф Геббельс, министр пропаганды Третьего Рейха, в своем дневнике от 16 марта 1945 года записал: «Русские сражаются за свои идеалы. Такие солдаты опасны. Большинство из них сражается храбро и отчаянно. Особенно если учесть, что их командиры смогли внушить им мысль, что в случае пленения они будут расстреляны. Все это объясняет, почему Восточная кампания так сильно отличается от всех предыдущих». Немецкие военные медики в своих отчетах часто отмечали необычайную выносливость и жизнестойкость советских солдат. Раны, которые для европейца были бы смертельными, русские часто переносили стоически. Их способность выживать с тяжелейшими ранениями казалась немецким врачам порой сверхъестественной. Для солдат вермахта, привыкших к войне по правилам, где противник сдается, признавая свое поражение, фанатичное сопротивление красноармейцев, их готовность сражаться до последнего патрона и последней капли крови были психологически сокрушительными. В письмах с фронта многие немецкие солдаты признавались, что впервые почувствовали, что сражаются не просто с армией,
а с целым народом, для которого отступление и капитуляция были хуже смерти. Эта неукротимая воля к сопротивлению, этот несгибаемый дух русского солдата, сражавшегося на своей земле, стали для многих ветеранов вермахта одним из самых сильных впечатлений войны, изменивших их представление о русском народе и о самой природе войны. Воспоминания тех, кто прошел через горнило Великой Отечественной войны, свидетельствуют об одном. Война – это средоточие человеческого страдания и героизма, отваги и страха, самопожертвования и жестокости. Она обнажает крайности человеческой природы, показывая как величие духа, так и бездны падения. Немецкие солдаты, переброшенные на Восточный фронт из Италии и других европейских театров военных действий, столкнулись не просто с очередной армией противника, они столкнулись с народом, который сражался за свое выживание. Это была не кампания против очередного государства, это была война против русской цивилизации, глубоко укорененной, бесконечно адаптивной и внутренне мобилизованной. Каждое село, каждая деревня, каждый клочок земли – все превращалось в часть сопротивления, потому что за этой землей стояла тысячелетняя память, а за каждым бойцом не просто приказ, а осознание: если они проиграют, исчезнет все. Не будет ни дома, ни семьи, ни будущего. И поэтому эту войну нельзя было выиграть привычными методами. Здесь уже не действовала логика блицкрига. Здесь противник не сдавался даже тогда, когда казалось, что все потеряно. Не отступал, когда враг подходил вплотную. Не умирал, когда должен был умереть. Именно это глубинное экзистенциальное сопротивление стало той стеной, о которую разбился вермахт. Победа Красной Армии над фашизмом стала не просто военным триумфом, она стала победой света над тьмой, жизни над смертью. Именно эта победа, оплаченная миллионами жизней советских людей, заложила фундамент относительно мирного существования Европы на многие десятилетия вперед. Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись палками и камнями». В этих словах осознание того, что человечество балансирует на краю пропасти, что новая глобальная война может стать последней в истории нашей цивилизации. Не обязательно, что так случится, но мы от этого не застрахованы. Ведь человеческая память, к сожалению, не вечна. С уходом поколения, пережившего войну, угасают и живые воспоминания о ее ужасах. А то, что не помнят, может повториться. Вот почему так важно снова и снова обращаться к свидетельствам тех, кто прошел через этот ад, будь то советские солдаты или их противники. В их честных рассказах о войне та суровая страшная правда, которая должна предостеречь нас от повторения прошлых ошибок.